Всех приветствую, вы на канале Простой разговор. Продолжим задавать вопросы искусственному интеллекту и получать, я так думаю, разумные ответы, интересные ответы. Для этого подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и начнем. Так, первый вопрос. Что такое Млечный Путь и как он образовался, Млечный Путь? Млечный Путь– это огромная звездная система, галактика, как ее еще называют, это галактика, в которой находится наша Солнечная система в том числе. Планета Земля и все звезды, которые мы видим на ночном небе невооруженным глазом. Млечный Путь– это спиральная галактика с перемычкой. Это означает, что она имеет форму плоского вращающегося диска со спиральными рукавами, выходящими из центральной вытянутой структуры перемычки или бара. Размеры, это диаметр диска составляет от 100 тысяч до 120 тысяч световых лет. Состав содержит по разным оценкам от 100 до 400 миллиардов звезд, а также огромное количество газа, космической пыли и темной материи, связанной с гравитацией. Структура. Ядро входит в структуру, плотный центр, в котором, как полагают ученые, находится сверхмассивная черная дыра. Балдж– утолщение в центре галактики, состоящее в основном из старых звезд. Диск– относительно тонкий плоский слой, где звезды, газ и пыль вращаются вокруг центра. Области с повышенной плотностью звезд и газа. Наше Солнце расположено на окраине одного из таких рукавов. Рукав называется рукав Ориона, примерно в 25-27 тысяч световых лет от центра Млечного Пути, от галактики. Млечный Путь входит в местную группу галактик вместе с Андромедой и треугольником. Вид Земли. Мы видим нашу галактику изнутри как тусклую светящуюся полосу, пересекающую ночное небо. Это связано с тем, что большинство звезд расположены в плоскости галактического диска. Как образовался Млечный Путь? Образование Млечного Пути– это длительный и сложный процесс, который начался вскоре после Большого взрыва. Примерно, как предполагают, 13,5–13,6 миллиардов лет назад. Гравитационное сжатие. После Большого взрыва Вселенная состояла из водорода, гелия и темной материи. Гравитация начала стягивать эти частицы вместе, образуя первые облака газа и темной материи. Образование первых звезд и скоплений. Внутри этих облаков начали формироваться самые старые звезды, популяция 2 и шаровые звездные скопления. Слияние протогалактик – это ранние звездные скопления и облака. Газа начали сталкиваться и сливаться под действием гравитации, образуя ядро будущей галактики. Формирование диска. По мере того, как протогалактика вращалась, гравитация заставляла газ и пыль оседать в плоский диск. В этом диске начали формироваться более молодые звезды, популяция 1, в том числе и наше Солнце. Постоянное развитие. Млечный Путь продолжал расти и менять форму, поглощая более мелкие галактики, спутники и взаимодействуя с крупными соседями. Процесс звездообразования продолжается и по нынешний день, в основном спиральных.
Так, ну, это исчерпывающий ответ дал искусственный интеллект. Так, ну, следующий вопрос. Какая планета самая горячая в нашей Солнечной системе и почему она горячая? Вот такой на такой вопрос ответ послушаем искусственного интеллекта. Самой горячей планетой в Солнечной системе является Венера, как вы знаете. Многие думают, что это должно быть Меркурий, потому что Меркурий находится самой первой планетой от Солнца, а вторая Венера. На самом деле нет. Венера самая горячая оказалась планетой в нашей Солнечной системе. Многие думают, что это должен быть Меркурий, ведь он находится ближе всего к Солнцу. Расстояние от Меркурия до Солнца почти в 3 раза меньше, чем от Венеры. Однако Меркурий занимает лишь второе место, а Венера уверенно удерживает лидерство. Средняя температура на поверхности Венеры составляет около 460-470 градусов Цельсия плюс. С этого более чем достаточно, чтобы расплавить свинец, цинк и олово. Металлы этого достаточно. Такой температуры 460-470 по Цельсию. Почему Венера горячее Меркурия? Вот зададите такой вопрос. Искусственный интеллект отвечает. Главная причина такого экстремального жара – сверхплотная атмосфера и мощнейший парниковый эффект, который присутствует на этой планете Венера. Парниковый эффект на максималках. Атмосфера Венеры на 96,5% состоит из углекислого газа. Когда солнечные лучи проходят сквозь эту плотную пелену, углекислый газ, они нагревают каменистую поверхность планеты. Планета, значит, насыщена углекислым газом. Поверхность пытается отдать это тепло обратно в космос в виде инфракрасного излучения, но толстый слой углекислого газа полностью блокирует его, работая как гигантское одеяло или закрытая стеклянная теплица. Тепло оказывается запертым внутри и постоянно разогревает планету. Вот так вот. Невероятная плотность атмосферы. Атмосфера Венеры чрезвычайно тяжелая и густая. Давление на ее поверхности в 92 раза выше, чем на Земле. Если бы стояли на Венере, то испытывали бы такое же давление, как на глубине, например, под водой. Вот на самой глубокой впадине, например, Мариинской впадине, самая глубокая, там давление, ой-ой-ой, вот такое давление бы испытывали бы на поверхности планеты Венера. Эта огромная масса газа отлично удерживает и распределяет тепло. Облака из серной кислоты. Венера полностью окутана густыми облаками, состоящими из капель ядовитой серной кислоты. Эти облака отражают около 70% солнечного света обратно в космос, но те 30%, которые все же пробиваются к поверхности из-за парникового эффекта, уже никогда не могут выбраться обратно. Для сравнения Венера против Меркурия. Чтобы понять, насколько эффективен парниковый эффект Венеры, достаточно сравнить ее с Меркурием. Меркурий, как мы знаем, ближе к Солнцу. У него практически нет атмосферы. Из-за этого планета не может удерживать тепло. Днем на солнечной стороне Меркурий раскаляется до
плюс 430 градусов Цельсия. Но ночью, когда тепло свободно уходит в космический вакуум, температура падает до рекордных минус 180 градусов Цельсия. Вы удивитесь? Венера дальше от Солнца, благодаря парниковому куполу, который присутствует на планете Венера. Температура здесь одинаково круглые сутки, что и днем, и ночью. И на дневной стороне, и на ночной, и даже на полюсах планеты круглый год держится адская жара в районе плюс 465 градусов Цельсия. И именно поэтому Венера считается самым настоящим жарким адом в нашей Солнечной системе. На ее поверхности не смог продержаться долго ни один космический аппарат, который отправляли на эту планету. Не мог ни один продержаться. Советские станции серии «Венера», совершавшие посадку в прошлом веке это было, выходили из строя из-за перегрева и колоссального давления уже через час-2 часа. Максимум 2 часа, и космические аппараты выходили из строя из-за этой адской жары на этой планете Венера. Вот на такие вопросы искусственный интеллект дал такие ответы. На этом я завершаю свой обзор. Продолжим серии ответов искусственного интеллекта на другие вопросы. Какие вопросы вас интересуют, пишите в комментарии, а я буду их задавать и зачитывать ответы. Продолжение следует. Подписывайтесь, если любите развивать свой мозг. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока!